Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Банитильда. В этом видео мы с вами свяжем вот такую курточку. Вязала я ее на котика, но можно связать на любую другую игрушку ростом 30-35 сантиметров. Сразу скажу, что в объеме животика моя игрушка 25 сантиметров, но учитывайте, что игрушка у меня еще в одежде, то есть, чтобы не было впритык, я брала чуть побольше петель. Так, что мне для этого понадобилось? Конечно же, пряжа. У меня это Yarnard Jeans. Если кому-то интересно, номер цвета 52. И от клубочка у меня не осталось почти ничего, поэтому приготовьте полный клубок. Вязала я спицами круговыми 2,75, а рукава я вязала на чулочных номер 2,5. Ну, так как у меня просто не оказалось чулочных спиц 2,75. Если у вас есть, это будет прекрасно. Также, конечно, понадобятся пуговички, какой-то декор. У меня здесь просто с надписью Handmade. Возможно, понадобится крючок. Также понадобятся маркеры, чтобы выделять линию реглана. Ну, вроде все. Как видите, курточка вязалась полностью платочной вязкой, то есть исключительно лицевыми петлями, кроме рукавов. Рукава вязала в круговую, поэтому вязала я их ряд лицевой, ряд изнаночный. В общем, если вам нравится такая курточка, приглашаю вас связать ее вместе со мной. Итак, для начала наберите на спице 48 петель и провяжите 3 ряда платочной вязкой. То есть все 3 ряда нужно связать лицевыми петлями. Итак, я провязала 3 ряда платочной вязкой. И в этом ряду мы с вами начнем делать прибавки, то есть вывязывать реглан. Также в конце мы сделаем дырочку под пуговицу. Итак, первую петлю снимаем, дальше вяжем 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше у нас идет петля реглана, перед ней мы всегда будем делать прибавку, делаем накид, повесим сюда маркер. Дальше вяжем эту регланную петлю, и после регланной петли мы тоже всегда будем делать прибавку. Дальше вяжем 7 петель рукава, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше у нас опять идет петля реглана, делаем перед ней прибавку, то есть накид. Вяжем эту петлю реглана. Так, нет, давайте повешаем маркер перед этой петлей. Вяжем регланную петлю и после нее опять делаем прибавку. Дальше у нас идет 14 петель спинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Делаем прибавку, вешаем маркер, вяжем регланную петлю и опять делаем прибавку. Дальше 7 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И опять у нас идет здесь следующая петля реглана. Перед ней делаем прибавку, вешаем маркер, вяжем регланную петлю и после нее делаем также прибавку.
Дальше вяжем 1, 2, 3 и 4. Делаем накид. Так, этого будет много. Еще одну. Вот, у нас осталось 3 петли. Делаем накид. 2 вместе провязываем. И изнаночная кромочная. Переворачиваем наше вязание. Вяжем изнаночный ряд. Вязать мы его, конечно, будем лицевыми, так как мы вяжем платочной вязкой. Первую снимаем. Лицевая. Накид провязываем, как он лежит. Нам нужна дырочка. И вяжем до петель прибавок. Вот наша петля прибавка. Нам нужно вязать их скрещенными. Поэтому первую в изнаночном ряду прибавочную петлю мы будем провязывать за переднюю стенку петли лицевой. Дальше у нас идет петля реглана. Перебрасываем маркер. А вторую петлю после петли реглана вяжем за заднюю стенку. Также лицевой. И так вяжем весь ряд. Сейчас я вам еще раз покажу, как я провязываю петли прибавок. Вот она, наша петля прибавка. Первую мы провязываем за переднюю стенку. Это у нас петля реглана. Перебрасываем маркер. И вторую провязываем прибавку за заднюю стенку. И довязываем наш ряд до конца. Так, довязали изнаночный ряд, вяжем следующий лицевой. Кромочную снимаем и вяжем лицевыми петлями до нашего маркера. То есть здесь у нас уже получается без кромочной 8 петель. Довязали до маркера, значит следующая петля у нас идет регланная. Делаем перед ней накид. Перебрасываем маркер, вяжем петлю реглана и перед ней, после нее делаем тоже накид. И так вяжем до конца ряда. После маркера прибавка, затем регланная петля, после нее опять прибавка. Так, прибавка, маркер переснимаем. Как я не люблю с маркерами вязать. Потом петля реглана и после нее неправильный, также прибавка. Дальше вяжем петли спинки. Так, перед маркером прибавка, маркер переснимаем, вяжем петлю реглана, после нее прибавка и вяжем петли рукава. И опять перед маркером прибавка. После маркера вяжем петлю реглана и после маркера прибавка. И довязываем наш ряд до конца.
Итак, второй прибавочный ряд у нас связан. Сколько прибавочных рядов и вообще общее количество рядов я свяжу, я пока не знаю. Я буду во время вязания мерить на своего котика куртку. Поэтому я сейчас провяжу, вернусь вам, расскажу, сколько рядов я связала в общей сложности и сколько сантиметров у меня получится. Итак, довязала я реглан. Помимо тех 3 рядов, 2 из которых были прибавочные, мы вязали вместе, я связала еще 16. То есть в общей сложности у меня получилось 19 рядов реглана, из которых 10 были с прибавками. Вторую дырочку под пуговицу я сделала в 14 ряду. Это был ряд с прибавками. Общее количество петель у меня сейчас на спицах 128. В этом ряду мы с вами сейчас отделим петли рукава от спинки и переда. Для этого приготовьте какую-нибудь иголку с нитью, на которую вы будете сбрасывать петли рукава. Давайте сейчас довяжем до нашего первого маркера. Итак, я довязала до маркера. Мы его можем уже убрать, он нам не нужен. И так как после маркера у нас шла петля реглана, провязываем ее тоже, забираем ее в полочку переда. Теперь петли рукава, то есть опять-таки до маркера, который нам нужно собрать все на нить. Итак, я петли сбросила, закрепила, конечно же, чтобы петли не убежали. Теперь сделаем 5 петель подреза. 1, 2, 3, 4, 5. Этот маркер можем уже убрать. И теперь вяжем петли спинки до следующего маркера. Довязали до следующего маркера, его мы тоже убираем, он нам не нужен. И так как у нас идет следующая петля реглана, мы ее тоже провязываем и забираем в петли спинки. Теперь также снимаем эти петли на нить и закрепляем. И довязываем делаем также петли подреза. И довяжем этот ряд до конца. Итак, следующие петли рукава пересняли. Делаем опять 5 петель подреза. 1, 2, 3, 4, 5. И довязываем ряд до конца. Довязали ряд и переходим к изнаночному ряду. Вяжем до наших петель подреза. Итак, я довязала до петель подреза, и их будем провязывать за заднюю стенку петли. Ну, а теперь давайте довяжем этот ряд до конца. Так, ну вот что у нас получается на данном этапе. Сейчас я провяжу вниз примерно 6 сантиметров. Но опять-таки смотрите, какая длина нужна вам.
Кто-то может больше захочет провязать, то есть длиннее, чтобы куртка была, кто-то меньше. Я провяжу еще 6 сантиметров. Третью дырочку под пуговичку я сделаю еще через 5 рядов. Вообще между дырочками под пуговицы у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дорожек. То есть не рядов, а именно вот этих вот дорожек. У меня их 7. В общем, я сейчас провяжу низ курточки и к вам вернусь. Итак, я провязала 6 сантиметров вниз. У меня это получилось 26 рядов. И закрыла петли обычным способом. Вот что у нас получается на данном этапе. Ну что, теперь давайте приступим к вязанию рукавов. Итак, приступим к рукавам. Я взяла 4 спицы, номер их 2,5, 2,75 у меня, к сожалению, нет чулочных спиц. Итак, для начала давайте поднимем петли нашего рукава на 2 спицы, поделим пополам. Так будет удобнее вязать. Так, не упустите все петельки. Угу. Бросовую нить можно отрезать. И убрать ее. Теперь нам нужно на 3-ю спицу добрать петли сюда. Для удобства я возьму крючок. И чтобы меньше было дырочек, начну прям отсюда. Так. И вот в каждую петельку подреза будем набирать петли. Так, я набрала петли. Теперь смотрите. Так как мы вяжем платочной вязкой нашу курточку, а при круговом вязании она вяжется ряд лицевой, ряд изнаночный, ряд лицевой, ряд изнаночный и так далее. Нам нужно связать 28 рядов. Но так как рукава получились слишком широкие, я буду делать убавки. Убавки я буду делать в лицевых рядах, в 3-м, в 7-м, в 11-м и в 15-м рядах. Этот ряд мы начнем с лицевого ряда. Давайте сейчас провяжем ряд лицевой, ряд изнаночный. Ряд у нас начинается вот с этой, извиняюсь, с этой первой спицы. То есть вот на эту мы добирали, она у нас будет, на этой спице будет заканчиваться ряд. Давайте провяжем ряд лицевой, ряд изнаночный. И в 3-м лицевом ряду сделаем убавки. Итак, 3-й лицевой ряд. Убавки я буду делать в начале 1-й спицы, в конце 2-й и посередине в 3-й. Провязываю 2 вместе лицевой. И вяжу до конца эту спицу. Итак, я дошла до 2 последних петель 2-й спицы и делаю здесь убавку.
Ну а в третьей спице я сделаю приблизительно посередине прибавку. Вообще, в принципе, можно и не делать убавки, оставить рукава широкие. Тут, конечно же, дело вкуса. Ну, 3, 4 и сделаю убавку. И довязываю этот ряд до конца. Так, 3 ряда мы провязали, нам осталось еще провязать 25 рядов. И убавки мы будем делать в третьем ряду, мы уже сделали. Нам осталось сделать в 7 ряду, в 11 и в 15. Давайте свяжем рукава самостоятельно. Ну что ж, мои рукава связаны, провязала я 28 рядов и закрыла петли. Теперь давайте приступим к вязанию капюшона. Сейчас я беру спицы 2,75, которым вязала курточку, и кверху за петли присоединяю нить. Так, сейчас себе помогу. То есть у нас здесь должно получиться также 48 петель, как мы и набирали. И поднимаем все петли. Итак, по всему воротнику нам нужно набрать петли на спицу. Итак, я набрала петли, и теперь также платочной вязкой будем вязать нужную нам длину. Я приблизительно свяжу вверх 17-18 рядов. Ой, извиняюсь, сантиметров. Я хочу, чтобы капюшон был посвободней, поэтому вязать я буду побольше. Я провяжу, когда все ряды. Я скажу, сколько я провязала в сантиметрах. Вернусь к вам и закончим вязать капюшон. Я связала капюшон, но он у меня получился не 17 сантиметров, а 14. Ну, почти, да, 14. Все, потому что у меня закончилась нить. Поэтому я оставлю так. В принципе, он не сильно маленький, не сильно облегает. То есть, в принципе, тоже пойдет. Я вставила нить в иголку. Сшивать буду с лицевой стороны. Сшивать буду следующим образом. Вот за эти закрытые петли. Как бы так повернуть, чтобы было удобней. Ввожу сначала сюда нить. С этой стороны капюшона. Затем, откуда выходит нить, с этой стороны, захватываю вот эту поперечную нить, которая под косичкой. Ввожу туда. Теперь с этой стороны, откуда выходит нить, ввожу сюда же. И опять вывожу в другое, так скажем, другую петлю. И опять с этой стороны, откуда выходит нить, и в следующую вывожу петлю. И так я сошью весь капюшон и потихоньку буду подтягивать.
но не сильно, чтобы не стягивала. Теперь опять с другой стороны, где выходит нить. Здесь также слегка подтягиваю, и шва так сильно уже не будет видно. Ну что ж, я капюшон сшила. Как видите, шва почти незаметно. Также я пришила уже пуговицы и эмблемку Handmade для украшения. В общем, вот такая курточка у нас получилась. Я ее сейчас постираю, отглажу и одену на котика. Спасибо вам, что связали вместе со мной. Хорошего вам настроения и ровных петелек.